Второе свойство — грунт. И третье — эмаль. Сварочные. Они, если тебе попадают на бочку, если ты у тебя не... Короче, грубанули с размерами, мы какой-то военный контейнер. Я сейчас реально, я сейчас не на камеру не играю. Я не могу открыть. Производство, скажем так, отделочных работ мы спокойно можем использовать измерительную технику. Серия номер 2. Остов. Мы начинаем. Давай забивай кальян. А потом опять холодно. Только там, подожди, там, кстати, не все 12-метровые, некоторые шестерки. Конечно, мы так и заказываем. 12-метровых у нас только 80. 80-ка только. Только 80 на 80, да? Это просто надо... Мы выгрузили металл, и мы купили 2-миллиметровую и 3-миллиметровую, 3-миллиметровую на низ. И во время разгрузки мы поняли, что как хорошо, что мы заказали все-таки 2-миллиметровый металл на стоечный и 3-миллиметровый на нижнюю рамку. Когда ты посмотри на них, когда мы начали их таскать, мы все поняли. А вы штангелем взяли? Может, вдруг это четверка? Штангелем. Вдруг это четверка? У нас довольно-таки сложная была конструкция пространственного каркаса нашего. Мы использовали 4 вида металла здесь. Основной базовый был 2-миллиметровый. Это было 40 на 20, 20 на 20 и 60 на 40. И 80 на 80 труба у нас была внизу. Для нижней обвязки мы сделали ее из 3-миллиметрового металла. Из верхней части мы сделали ее 2, и стоечные тоже 2 мм. Потому что если бы мы сделали все, как мы хотели, из четверки, это был бы, наверное, трэш. Хотя по весу мы проходили, но это реально был переизбыток бы. Торцанем 7,5 сантиметров. Допустим, возьмем болгарку, сейчас там прям отрежем. Один на болгарку торцанем, а другой на станине. Мы не будем торцанем, мы просто торцанем больше, а на станине с двух сторон запилим под 45. Почему тогда 7,5? Ну, 7 метров, я говорю, у тебя и так 7 метров держишь. Ну, чуть больше, на 20 сантиметров припуска дадим. Вань, тебя смотри, угол 45 будет, тебе не 7 метров, тебе на 7,20 надо. Не, это по острому углу. А, это по острому? Даже, допустим, он сломался, прям зажимаем его в шуруповерт. Так мы поточили быстро и ровно карандаш. Главное, он нос. Люблю тебя! Ваня, в голову, Вань! Рувим. Нужен проект по чистовых деталей. Сколько, 7 да. Идет, да? Ваня просто ищет рыбу, которая у меня есть. Чистовая у нас 7. Чистовая 7. Ну я говорю про то, что запас, сколько там, сколько немного, не Да, прям точно надо. У Вани есть, Ваня маска все выглядит. Ваня просто ищет таблетку, которую я уже принес. Подожди, не берите без Вани. Не, мы не вот, вот у Вани есть все бумажки, сейчас вам все расскажет. Ваня скажет, это проект. Я шарю. Сейчас с тобой. Слушай, 7 меня, я шарю. У меня есть бумажка. Размер 7 метров, да, все. 7050, правильно? 7050. Меня снимают. Если я это где-то увижу, я тебя найду. У нас все как раз таки два этих. 45 ставить. А зачем вы сейчас отмеряете? Чтобы видеть Чтоб треск. там видно было метку. А на сзади я ж ее не вижу. А, вот. Еще. Это уже интересно. Ну, в смысле, угол, как я прижму? Вань, нет, тебе на... Нет, она не прижмет. Давай, все. На нас, нам его не хватает. А у нас 50 миллиметров. Да, у нас 50. Все, Я все, смотрю, да. чтобы не грузить. Ваня, Да, не да, так, да, Вань, хорошо. Вань. Ее надо чуть-чуть туда завести. Вот как раз на риску ты ее подставишь. В нашем случае это прям вообще, короче, разная история. 0,1, 0,05. Это вообще, прикинь, на глаз мы делаем. Это ветер какой глаз? 0. 0. Все. 0. Сними Я 0. говорю, прям четенько. Да, только нужно понимать, для чего мы это сделали.
Так как у нас было очень много длинных деталей, нам нужно было у пилы выдерживать горизонт, чтобы у нас был идеальный рез. То есть, если у нас немного металл будет провисать или наоборот выше, у нас будет срез неровный. И при сварке это все будет учитываться, соответственно, геометрию придется, все остальное. Чтобы это сделать, нам просто мы использовали обычный уровень. Холодного реза не всегда было. Но обычный... Плавится, который плавит, да? Обычный диск, обычный абразив, все, другие. 315? Даже больше, 200. И тоже станина такая, ну это представь, там искры, они тебе просто, если, они даже как сварочные, они если тебе попадают на рабочку, если ты, у тебя ну, не супер там сварочная какая-нибудь одежда для этого подготовлена, она сразу просто... Скажи честно, ты кайфанул? Кайфанул, я кайфанул, да. Я всегда от холодного реза, от таких дисков, я кайфую. Металл всегда, И чисто, это все кайф. четенько, Да, чисто, да. прям. Оп, здорово. Чуть-чуть назад вот здесь. Все. Так? Ставишь. Вот так. Сейчас. Нормально? Да. Четко. Зажал? Тут, в принципе, все. Что? Сейчас земля, подожди, мы землю нагибаем. Земля. Мы землю нагибаем. Тихо. Земля нагнута. Вот это, если он чуть-чуть закусит, он его может увести. Поведи туда. Чуть-чуть. Зачем ты это вообще Ну, сделал? во-первых, убрали заусенцы, во-вторых, здесь толстостенный металл. Чтобы легче было его проваривать, то есть чтобы металл не был на плоскости трубы, то есть, ну, чтобы он в толщу утопился, то есть как сварка работает, да, ты полностью все провариваешь, делаешь ванну. На производствах обычно, которые профессиональные, они здесь делают зазор, чтобы металл нахлёст не был, чтобы была ванна, то есть распаялся металл и сварил его, то есть, ну, чтобы на сварке она держалась. Вот, просто если вот так вот без зазора все это сделать, что ты проваришь? Здесь просто наверху настрешь, да, металл не прогреешь, и, естественно, это все, ну, при нагрузке это все. Кран будет поднимать и... Кран будет поднимать, Это да, все всё на 4 части так сказать. Есть труба Пластину какую-нибудь тонкая? поставить. Прям Да, вот пластину пластина, жёсткую. да, есть пластина. Пластину какую-нибудь поставить, и все будет Есть, идеально. есть пластина, да. Пластина. Сейчас найдем. У нас... Да, огонь. Только единственное, сейчас надо проверить по наружу. По наружке проверь. Чтобы, короче, если, чтобы не, знаешь... Это просто какой-то космос. Давай здесь по наружу проверим. По наружке проверим? Давай, давай. здесь. Угу, давай. Сейчас пока неудобно. 98, ну это потому что да, это все нормально. Там чуть-чуть. Он может вот здесь просто погрешить. Да, чуть-чуть. Давай, я ёбну, давай. Отгибай. Чуть-чуть отойду, буквально миллиметр. Ну. Нет. Еще. Да все, пацаны, это все. перебор. Оставляем. Оставляй так. И смотри, у нас здесь вот она разошлась, видишь? Не, это все за это. Сейчас, ну да. А наш вот угол. Кнопочку. Ну, давай. Да? Все? Все нормально. Даже лучше. Ниже сделать. 90. Все. Все. Огонь. Все, что мы хотели, мы получили. Так же засираем. Больше не надо. Но теперь им достанется кое-что очень Все. супер предложение. Край вот этот, лови. Я понял. Тот маркер. Теперь иди туда. Угу. То, что Чё, вы такие потолки никогда не собирали даже ровно.
Давай крокодила, что ты стоишь? А? Гену. Обезьян, крокодил. У нас это крокодил называется. На нашей площадке мы использовали некоторые лайфхаки. Это, как, к примеру, крокодил, когда мы стыкуем две профтрубы. И из-за того, что они пропеллером, их приходится просто поджимать. Вот это. Это нормально. Вот это вот дотяни до вот этого. Вот это. Не, я просто... не важно, да. Вот так. Без разницы. Можешь вот так ее. Как удобно. Смотри. Вот так. Есть? Да. Глаза. Еще? Вот так. Все правильно. А ты... Нет, ты тебя вообще трогать получается Тебе нельзя. вообще не надо. Почему? Смотри. Надо. Смотри. надо. Все правильно? Да. Давай, чуть-чуть, ровнее, чуть-чуть. Все. Чуть-чуть, а ты выше. Давай, поднимай. Вот так, давай. Идеальный шов. Это разминочка. Какой разряд? Ну какого? Самоучка. Самоучки это самые лучшие мастера. Можно варить, но если на нем будет маркировка. Я потому тебе что отвечаю, если бы ты был девчонкой, я бы это сам задумался. Давай, может, мы Оле имя дадим. Будешь Оля, Серега? снизу расширяется. Ну на разрыв, грубо говоря. Да, он его стягивает. Металл Сейчас он будет нажать идти. жидкий, а потом раз, и он как кристаллизуется, так скажем. И получается в итоге то, что он ее начинает тянуть, если ему нету препятствий. $1910. 2910. Все. Очень много нюансов выяснилось в процессе работы. Всякие разные маленькие моменты, о которых мы не думали. На самом деле, хочу сказать, что мы продумали очень хорошо то, что есть. И несмотря на это, все равно рабочие моменты присутствуют на каждом. Знаете, что самое главное? Самое главное, нужно выбирать людей в команду. Я долго отбираю людей к себе в команду. Даже не по навыкам, а именно по жизненным принципам и тому, как человек себя ведет в сложных ситуациях. Паникеров и пессимистов нельзя рядом с собой держать никогда. Пытаюсь поменять. У тебя проблема вообще, да? По сравнению с X-Log'ом, да. Короче, у нас есть две болгарки, они в принципе абсолютно одинаковые. Только одна X-Log, другая нет. И это еще управления электронного нету по скоростям какой-то. Тот, кто не работал X-Log'ом и говорит, что гайка нормально лучше, чем X-Log, значит тот человек реально не работал X-Log. X-Log очень удобная тема. Вот сейчас мы шлифуем, нам нужно переключаться вот с лепесткового диска на щетку и на отрезной. Это делается просто в 2 секунды вообще. Сейчас я это покажу. Это делается 2 секунды. Все. С гайкой, если у тебя еще закусило, это вообще жопа. Вот сейчас, я сейчас реально, я сейчас не на камеру не играю. Я не могу открутить. Я не могу открутить. Вот, пошла. Я не знаю, может это гайка такая плохая на этом, или что-то еще. Вот я только сейчас крутил, мне нужно сейчас взять и поставить это. Счет. С X-Log'ом это гораздо быстрее и удобнее. Казалось бы, ну что такого?
открутил под больше времени. Когда ты работаешь вот так в таком режиме нон-стоп, это экономит не только время, а то, что как ты думаешь, ты мысль не теряешь. Ты просто не думаешь, ты просто взял, откинул, прицепил и шарашишь дальше. Все. Ну что, ребят, что они зачистили? Что они зачищены? Вы не сняли фаску. Саня, как ты попал на стройку? Долгим путем шел. Да, ты плохо в школе учился? Нет. А как так получилось? Искал себя. Сначала в одном, в другом. Я в школе плохо учился, но не поэтому я попал. Смотри, посмотри, сними, смотри, миллиметр 228, посмотри, 27, посмотри прям, ты посмотри на это, миллиметр. У нас мебель так не делают, как мы делаем этот дом. 287 миллиметров, то есть 7 миллиметров, казалось бы, можно было открутить, там, округлить до 5 там, или чуть больше, лучше меньше, там, шов наварить. Но нет, нужно делать все прям миллиметр в миллиметр, тогда геометрия будет. Там миллиметр, там миллиметр, там миллиметр. И все, и геометрия ушла. А если геометрия ушла, в дальнейшем это большой геморрой. Это неудобно работать. Тот Это вагончик, не да, захочется получается? потом работать. Вот смотрите, вот заводской срез, он образует такую, как фаску, потому что там режут на других станках. Я сейчас, чтобы вот у меня не было перепада, я эту фаску буду шлифовывать, чтобы не спилить нормально. То есть, ну, мелочь, но это все геометрии к общей потом приводит. Мы делаем лаги, это основа пола, на что будет у нас крепиться фонарные листы. Они все по проекту, все рассчитаны на длину листа. Давай я тебя поснимаю. Давай я тебя поснимаю. Давай. Как ты попал на стройку? Я по объявлению, как. По объявлению. Сейчас будет следующий вопрос. У тебя есть ИП? А я не по объявлению. Я не по объявлению. Я, короче, не по нему. Я не совет. Белоснежка. Где ты их понабирал? По объявлению? Объявление. Все мои близкие. Я уже рассказывал, что мы людей подбираем по внутренним качествам. Кто не смотрел нашу первую серию о том, как мы подготавливали стройплощадку, ссылка вот здесь и мини-нарезочка тут. А что это такое? Это временная фиксация. Напоминаю. Ну, чтобы пока мы выставляем все, у нас ни углы, ни что-нибудь. А, у тебя что-то не понял, то есть это как шаблон используется, к ней просто... Да, это наш потом шаблон. спилим, зашлифуем. Да, конечно. А они не слушают меня, они слушают умные мысли, когда им говорят. Я говорю, надо ниточку натянуть от края до края, и в середине поставить меточку. А они не хотят этого. Как это? 1200, да. 23, понимаешь? 203, 203, 203, 205, 203, понимаешь? Да, не 23, 2 сантиметра. Это у тебя снова. 202, 203. Мы взяли 4 одинаковые рулетки для того, чтобы переносить одинакового размера. То есть, чтобы вообще желательно мерить одной рулеткой, чтобы не ошибиться. У нас 4 одинаковые. Мы долго обсуждали, как нам сделать крышу, как нам сделать примыкание крыши, из чего будет она, и так, чтобы это было герметично. И остановились на плоском металле. И еще, чтобы вода не скапливалась там, на крыше, мы сделали следующее. Мы верхнюю, получается, балку по центру мы подняли на 20 миллиметров. Чтобы сильно не мучиться, мы сделали шаблончики из 20 на 40. Поставили их, приварили, к ней приварили центральную ось, и от нее у нас уже будет уклон. У нас будет скат. Маленький микроскат, да. 20 миллиметров центр на... будет на 20 Да, 20 миллиметров. В каждую сторону. Да, в каждую сторону. Чтобы вода не стояла. Плоская кровля, она в любом случае гораздо больше подвержена воздействию окружающей среды, и она все равно меньше будет служить, чем с небольшим уклоном. Размер. 1161. Идеально, идеально. Короче, тогда ту сторону так и вырезай. Последовательность работы у нас такая. Что сделать? Чуть-чуть. Больше, да? Да, чуть-чуть. Последовательность работы у нас следующая. Значит, что мы сделали? Мы все-таки решили выварить. Мы решили выварить 4 рамки, то есть 2 дна, 2 крыши сразу. Вот. Причем как мы это сделали? Мы нижнюю сделали очень ровно, выставили ее по уровню. Вот. И получается просто нижнюю используем как шаблон. Мы выварили уже одну, подставили ее.
И получается вывариваем сейчас уже 2 крыши. Нижняя часть у нас из 3-миллиметрового металла, верхняя из 2-миллиметрового. Today, I'm gonna live it up. The beat echoing in my ear while I'm staring at the clock. Hold me sweetly, hold me tight. This could be our last night. Kiss me with passion before you say goodbye. Весь день идет дождь, и именно для таких моментов мы сделали подиум. Чтобы как только солнце вышло, мы могли сразу нормально работать, чтобы мы не ходили по песку, по всему этому грязи, чтобы можно было комфортно, нормально работать. То есть сейчас просто протрем остов и начнем работать дальше. Мы сварили крышу нашего дома. Сейчас мы делаем технологические отверстия для его транспортировки. Чтобы это сделать, мы применяем пошаговое сверление. То есть идем от 3 мм сверлами, 11 мм и 13 мм. Ну, там каждое на свое усмотрение, чтобы не сильно тяжело было. В дальнейшем нам надо просверлить 30 мм. Сверлом это не так просто. Мы используем ступенчатые сверла. Сейчас вы сами все увидите. Один момент в этих сверлах. По инструкции в них указано, что они работают до 500 оборотов и без смазки. Но при личном опыте мы их используем 1500 оборотов и со смазкой. Это эффективно. Что, мы начинаем приваривать наши стаевые стойки, скажем так, стаевые балки. Одна из особенностей, мы именно стаевые 2-миллиметровые, мы забили их минеральной ватой. Сейчас утепляем наши стойки, избавляемся от мазков холода, ну, естественно, чтобы конденсата не было. Думали, как это сделать, чем проще. Минватой не особо сложно, но хотели изначально пену задуть, но там как не будет кислорода, она или застынет, но образуется как сыр, она станет. Вот, это будет неэффективно, поэтому решили идти этим методом. Сейчас мы будем устанавливать угловые стойки нашего дома и, естественно, поднимать крышу. Здесь еще можно взять большой угольник, а? Хотя бы сюда, чтобы, короче, примерно. Сейчас, а ну подожди, я принесу. Давай вот так. Придерживай. Сейчас, 80. Я, конечно, качаю. Сейчас, подождите, надо углы взять. Надо взять угольник. Внимательный зритель мог заметить, что мы уже стали наваривать угловые стойки. При этом при всем крыша нашего дома, она лежит на нашем стапеле. Поэтому, как вы думаете, как мы будем ее поднимать? Ставьте на паузу и пишите. Let me see you get nasty, nasty. Let me see you get nasty now. Let me see you get nasty, nasty. Let me see you get, let me see you get, let me see you get nasty, 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 nasty. Let me see you get. Вань, сколько окно? Оконный проем сколько у нас? На 1,30 м? А? Квадрат? Сегодня вообще был снег, метель, ураган такой был. Пока подняли крышу, поднимали мы ее в 2 этапа. Первый раз наварили уголки, подняли, поставили стремянки, корпуса и подняли на исходную высоту. То есть и обваривать прихватили, сейчас обваривают. Сейчас очень скрупулезная работа, сейчас варим, зашлифовываем, Очень много. Сформировали проемы также сегодня и сформировали, еще не до конца, окна, оконные проемы. То есть не дверной проем, а оконный проем сформировали.
Дальше работаем. Следите за нами. Кстати, мне 24, и я не женат. 1700 Вань, километров. померь до трубы, сделай пополам расстояние. Ну это так не работает на металле, ну по-братски. В смысле, как это? А как это еще работает? Ну тут есть погрешность, тут Какая? хорошая. Вот сколько? Ну посчитай, Вот посмотри. сколько? Вот сколько здесь может быть 1740 умножь на 2. Myself. 20 на 20 мы решили с вертикальных частей все-таки сделать горизонтальный, так как все-таки попадать в волну профлиста гораздо проще, если профиль стоит горизонтально. Иксы. Жесткость. 3 икса это жесткость, да? Не повело, у нас не 3, у нас будет один такой, он большой будет, там тоже большой будет икс. И вот раз, два, 3, 4, 5, 6 таких, поменьше. Мы приняли правильное решение, что решили подвинуть кресты, так как изначально мы сделали их в одной плоскости. Изначально в нашем проекте, который был вот 3.3, если сейчас брать это уже 3.8, мы сделали следующее. Наши кресты, они были в плоскости с профилем 80 на 80, с профильной трубой. То есть, но мы решили сделать следующее. То есть мы взяли эти все кресты и мы просто их, получается, задвинули внутрь на 20 миллиметров. Тем самым мы получили вот такое примыкание. И потом, после этого, когда мы сделали это, мы перевернули наши направляющие под профнастил, мы перевернули их горизонтально и получили просто очень жесткое примыкание. То есть передвинуть кресты было очень правильным решением, так как, во-первых, мы еще более усилили конструкцию и избавились от того, что нам нужно делать очень много подрезок их между металлом. Вовнутрь каркаса было вообще идеальным решением. Сейчас я покажу, что у нас получилось. Стоп. Это будет в 3-й серии. Поэтому, кому интересно, подписываемся на наш канал, ставим колокольчики, лайк. И, естественно, подписываемся на наш инстаграм. Там контент выходит стабильно и часто. Ты думаешь, получится нас заварить дом? Мы уже заварили. Когда мы поставили крышу на свое место, как бы мы идеально не сварили стоечные угловые профиля, диагоналей не было. То есть теперь нам надо это как-то ставить. Тебе надо вверх сюда. Да, я сейчас наверх залезу. А лучше возьми. Чтобы восстановить геометрию, мы использовали наши X-образные фермы, диагонально укосенные. Веревку какую-нибудь зацепите, просто подтягивайте. Сейчас вводим диагональ, потому что у нас немножко диагональ шапочь сварит. Сейчас заказ зацепили, низ подперли, чтобы он не съехал с пьедестала. И будем вверх немножко тянуть. У нас диагональ выровняется, разопрем вон той укосиной, который у нас там стоит, и приварим. Все будет. А что ты возьмешь? Тебе какая разница? Клянусь, блядь, не дома. Кузова, рамы машин. Кузова по 100 тонн возят, они так не варят. В рамах машин везде кресты стоят. Вот они везде кресты Это стоят. понятно, про что и говорю. Они свои машины варят, пусть и варят. Нехуй лезть сюда в нашу работу. Нашу русскую бытовку, да? Бытовку. Shams, you can take my shit. Baseline hit, some more 8-line this. Buy me a whip, then I take my pick. Then I find me a chick that can make my bitch. Darkness in motion. It's a 16 bar from the dark of the ocean. Flow penetrates egos with the dark of the broken. Meanwhile, in the hell smoking, won't let me get my roaching. Been promoting the green and the purest dirt. MPs get vexed and they swear they words. On daytime telly when they light work. I rep mine, got a sword for the dagger and the best one. Young boy and I'm
fast lane, and you never give a fuck about sometimes, yeah. Oh, you shams, you can Это свет. На самом деле ультрафиолет очень важен. Ты сидишь, работаешь постоянно. Цени, у нас получается всего 2 окна. Это первое, и там вот еще одно будет. Только вот так. С дерева для слабаков только. Формируем оконный проем. 1700 Вань, киловатт. померь за трубы. То есть после того, как мы уже практически наварили весь каркас, мы там его и дергали, и двигали, но наши стойки отработали идеально. То есть видите, маленькие прокладочки у нас кое-где пришлось поставить. Но тем не менее у нас он сейчас стоит идеально в ноль, мы его проверили. И получается, внутри теперь при производстве, скажем так, отделочных работ мы спокойно можем использовать измерительную технику обычно, не просто отмерять от угла до угла, ну и смотреть там размеры, а именно использовать обычную измерительную технику для того, чтобы поймать все уровни, там, все, что нам нужно. Making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. Well, does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. Ты ничем-то не закрепишь. 20 миллиметров? Ты ничем не закрепишь дерево к металлу. Только, блядь, металл сверлится, а потом опять через дерево опять сверлится к металлу. А так ты можешь приварить и просто прикрутиться к металлу. Ну и просто холод-то будет проходить в этом месте. Там ничего не будет, там у тебя пена будет, там у тебя нормально будет, там у тебя ничего дуть не будет. Yo, I said my team, hey, the way you thump on the bumper, yo, it be not something, no, yeah, the way you bump like a thumper, bump like a thumper, bump like a thumper, yo, it be not something, no, yeah, the way you bump like a thumper.
Короче, все-таки я думаю, вот смотря, что мы тут сделали, короче, мне кажется, что реально мы что-то, короче, грубанули с размерами, мы какой-то военный контейнер решили делать. Посмотрим. Посмотри, она его прям стирает. Реально какая становится офигенно. Я говорю, ну смотри, это, во-первых, недолго, во-вторых, ну смотри, глянь. Чтобы лучше легло. Ну как бы, ну прикинь, на ржавчину красить. 3 в одном. Что такое 3 в одном? Я не знаю, что такое 3 в одном. Иди почитай. Короче, у нас мнения разделились. Я хочу, короче, убрать всю ржавчину и все обезжирить. Мы купили крутую краску довольно-таки 3 в одном. 12 лет, которая должна служить и все такое. А пацаны хотят красить вот так, прям по ржавчине. Поэтому я протираю. Преобразование ржавчины. Второе свойство – грунт. И третье – эмаль. Которую 2000 за банк. Ну давай будем сейчас пиздять. Давай еще этот базовый слой купим. 1000 за 5. Сейчас мы подготавливаем конструкцию к окрашиванию. Купили краски и будем красить ее в красный цвет. Где? Ну в 2 слоя, наверное, будем. Здесь больше смысла нет. Нам чисто защитить надо. Don't. I've had my share of ups and downs. I've lost my way and hit the ground, but I will be strong today. So I say, I don't need you. I don't need you anymore. I don't need you. I don't need you anymore. На этом заканчивается наша 2-я серия. Кому понравилось, все знают, что надо поставить лайк, подписаться и все такое. В этой серии, получается, мы сделали пространственный каркас, полностью его покрасили, а в следующей мы будем заниматься частично утеплением, мы сделаем полы, сделаем крышу и, естественно, много всего интересного. Постараемся выпустить ее через 2 недели. Всем пока.